Всем добрый день, с вами Татьяна. В сегодняшнем видео я вам хочу показать и рассказать, как вязать вот такие тапочки. Тапочки у меня с изображением лошади. 26-й год, который вот не за горами. Он будет проходить под знаком лошади по гороскопу. Поэтому вот связала первые такие тапочки вверх у меня тунисским вязанием. Следующие, надеюсь, я свяжу спицами. Значит, для вязания мне понадобится крючок номер 2,5. Полностью вверх у меня связан тунисом. Подошва, задник и обвязка у меня спицами. Спицы мне потребуются номер 2,5 и номер 3. Пряжа 2 цвета у меня, коричневый и белый. Это турецкий акрил в 100 граммах 240 метров. На размер они у меня 39-40 вышли. Значит, по размерам сейчас тоже все расскажу. На 38 мы по длине уменьшим на пару рядов. И по подошве или вот по подъему также на пару петель или на пару рядов. Большие размеры 41-42. Соответственно, будем увеличивать длину и ширину. Так, по какой схеме я это буду вязать? Так, вот нарисовала схему полностью. Сейчас расскажу все по схеме, как я их вязала. Потом начну вязать. Вязание у меня будет в самых основных местах. Я видео отсниму, потому что высота у нас 32 ряда. Всем понятно, что я просто физически на видео, это займет 2 часа каждый ряд вязать туда и обратно. Поэтому самое основное все провяжу и расскажу. Далее рассказываю по схеме. Значит, 2 слитка, они у меня будут вот смотреть кони друг на друга в зеркальном отражении. Смотрите, полностью разрисовала схему. Это у меня полностью весь верх. Начну я вязать, как я уже сказала, крючок номер 2,5. Наберу 14 петель. Буду вот расширять сначала в каждом ряду, потом через ряд. Вот 2 клеточки, это через ряд я делала прибавки. Расширила до 30 петель. Провязала высоту 32 ряда. Всего у меня мысок 32 ряда. Значит, на большой размер добавила еще вот перед самым разъемом по одной петельке. Потом перехожу на 38, допустим, этого делать не нужно. Я бы на 38 даже бы убавила бы еще по мыску, по одной петле, оставила бы 28 всего. Далее перехожу, сначала свяжу одну половинку, закрою петли, потом вторую половинку, сделаю обвязку, перейду на подошву, закончу пяткой и верхнюю часть обвяжу резинкой. Вот так, вот так. Что еще? Значит, каждая половинка по 14 петель. Высоту у меня 23 ряда. Вот эта вот боковая часть у меня 23 ряда получилось, потому что мыс длинный в этот раз, они высокие получились. Я эту лошадь урезала, но дальше уже схему обрезать было некуда. Все лошади такие большие, поэтому вот так вот смогла сделать. Значит, если размер будете вязать мужской, например, 42-43, то туда длина у вас будет 26-27 рядов. Опять же, я сейчас отвяжу, буду измерять в сантиметрах мысок, боковые части. Сориентируйтесь так, да? Так, ну что, сейчас перехожу к вязанию. Вы можете остановить видео, сделать скриншот схемы. Также схема будет на канале. В шапке профиля есть записи, там я размещаю фотографии и схемы. Теперь по поводу еще зеркального отражения. Сейчас я вот отвяжу схему, нарисовала ее фломастерами, листик в клеточку, да. Потом я беру, просто переворачиваю, у меня фломастеры жирные, и они на второй стороне отпечатывается все это. Я просто подправила. Вот. И получается в зеркальном отражении она. Одна смотрит вправо, а эта морда смотрит влево. Вот и все. Значит, обе схемы я также размещу на канале. Вот вам вторая сразу, если хотите. Угу. Значит, сейчас я буду вязать по вот этой вот схеме. Берем крючок. Белая пряжа, сразу скажу, размотаю на 3 клубочка.
Коричневые тоже на пару клубочков размотаю, потому что здесь вот большой просвет белого цвета. Чтобы не делать такую большую протяжку, я буду подвязывать разные нити. Вот так вот. Перехожу к вязанию. Значит, сейчас на крючок я набираю 14 воздушных петелек. Далее я буду провязывать каждый ряд, делать с прибавками. 1, 2, 3 ряда провяжу. Будет у меня 20 петель, и я начну вязать узор. Один набрали, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь провязываем все эти петельки, ввожу крючок, захватываю нить, вытащила одну, опять ввела крючок, захватили нить, вытащили. Провязываем все до конца. И последняя ввела в звено, вытащила нить. Теперь захватываю нить и по 2 петли возвращаюсь в начало ряда. Захватила и по 2 петли возвращаюсь. Все, идем в начало ряда. Начало ряда. Теперь следующий ряд у нас начинаются прибавки. Первая на спице, вторую провязали. Далее можно делать накид. Я в этот раз буду прибавлять вот между двумя петлями. Промежуточная вот здесь петля такая есть. Я ее поднимаю и вытаскиваю петлю. Добавила. Ой, солнце как светит. Ну, шторы закрыла. Одну прибавила. Точно так же сделаю прибавку в конце ряда. Значит, довязываю ряд до конца и прибавляю одну петлю. Так, осталась у меня вот кромочная, еще одна. И здесь опять я вытаскиваю одну петельку, прибавляю. Здесь в начале первые пару рядов немножко сложно вытаскивать. Одну прибавила, потом предпоследнюю провязываю. И последнюю петлю ввожу крючок под крайние 2 дужки. И вытаскиваю. Все. Теперь опять захватываем нить. И по 2 петли возвращаюсь обратно. Захватила нить, 2 петли, возвращаюсь. Значит, это у нас получился первый, второй ряд. 14, 16. Провяжу 3 ряда. Следующий 4-й ряд будет вместе с прибавкой 20 петель. И мы перейдем к узору. Так, довязали до конца. Опять первая на спице, вторую провязала, следующую вот подняла петлю одну, делаю прибавку, прибавила одну, далее подхватили предыдущую прибавку, провязали ее. Все, вяжем до конца ряда и точно так же делаем в конце ряда одну прибавку. Довязали до конца ряда, смотрите, осталось опять у нас 2 петли, опять одну прибавляем, ввела крючок, достала одну, предпоследнюю опять мы провязываем, крючок ввели, захватили, вытащили нить, провязали, и кромочная, вот крайние 2 дужки, ввела крючок, вытащила нить, все. Это у нас 3-й ряд, 1, 2, сейчас 3-й ряд, мы возвращаемся обратно, у нас на спицах 18 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 и 2 осталось, 17, 18. Так, далее переходим к схеме, вяжем по схеме 4 ряд у нас получается и 1 ряд узора. Первые 11 петель вместе с прибавкой провязываем белым цветом основным, я провязываю. Первая на спице считаю с кромочными, 1, 2, третья делаю прибавку, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Сразу вот смотрите, 4 ряд у нас. 11 петель провязали. Далее 6 петель мы провязываем коричневым. И последние 3 петли вместе с прибавкой мы провязываем белым основным цветом. Возвращаемся обратно потом. И следующий ряд точно так же будем вязать по схеме. Только уже опять у нас идет прибавка. Получается здесь сколько у нас? 12, да, петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. А, прибавку не посчитала. 13. 13 провязали. Далее будет у нас 5 петель коричневым, 4 вместе с прибавкой. Значит, сейчас что я делаю? Следующий у нас по схеме. Смотрим схему и вяжем 6 петель коричневым. Так, коричневый цвет. Одна, вторая, третья, 4, 5 и 6. Так, остается у нас здесь 2 петли. Одну добавляем, будет 3. Так, здесь большие расстояния, поэтому подвязываю белый цвет. Оставшиеся 3 петли провяжем белым цветом. Так, 2 петли осталось. Одну сразу прибавляем. Прибавили. Предпоследнюю провязали. И последняя кромочная под 2 дужки ввели крючок. Все. Теперь возвращаемся обратно. Каждый цвет над своим цветом обратный ряд провязываем. Изменений никаких нет в обратных рядах. Первые 2 петли провязали. Опять еще одна петля провязали. Далее коричневый цвет провязываем. Все. Обратные ряды все вяжутся одинаково по узору. Без изменений. Коричневым провязали. Нити здесь перебросили. Вторая у меня белая нить. Подняла и довязываю белым до конца ряда. Так, второй ряд узора сейчас у нас будет. Сразу опять смотрим схему. Положить, перерисовать схему, положить линеечку. И вот линеечку сдвигаем. И каждый ряд я вам то же самое диктую, то же самое вы можете это делать самостоятельно. Просто для тех, кто не в курсе, поэтому я вот рассказываю, как этот процесс происходит. Значит, второй ряд узора. Первая на спице, вторую провязали, третья делаем прибавку. По схеме у нас идет прибавка, прибавили. Всего у нас должно быть 13 петель, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Провязали 13 петель. Далее 5 петель коричневым. Поднимаем коричневый цвет. Провязываем 5 петель коричневым. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И последние 4 петли вместе
с прибавкой, с накидом провязываем. Опять у нас вот он белый цвет. Одну провязали, осталось 2 петли. У нас по схеме 4. Один накид сделали, 2. Предпоследняя это 3. И последняя кромочная 4. Все провязали. Второй ряд закончили. Опять захватили нить и возвращаемся в начало ряда по узору. Белый цвет провязали, далее перебросили нити, подняла коричневую, провязываем коричневым цветом. Всего 2 цвета, поэтому вязать несложно. Опять перебросила нить. Все, возвращаемся. Идем в начало ряда. Третий ряд узора. Продолжаем вязать по схеме. Начало ряда у нас вместе с прибавкой провязываем 7 петель. 1, 2, одну поднимаем, прибавили одну, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. Далее 5 петель коричневым. Я протягивать не буду, подвяжу еще один коричневый цвет. Один, 2, 3. Здесь белую перебросили. 4, 5 провязали. Далее 2 петли белым. Провязали. 7 петель коричневым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязали. И 3 петли белым. По схеме у нас 3 петли белым, у нас осталось 2. Это вместе с прибавкой. Делаем одну прибавку, вторую провязали, и третья у нас кромочная провязали. Так, это у нас третий ряд узора. Закончили. Возвращаемся в начало ряда по узору без изменений. Провязываем весь ряд, возвращаемся в начало. Пришли в начало ряда. Следующий у нас 4-й ряд. Здесь у нас прибавки нет. Смотрите, вот по схеме 2 клеточки идут здесь без прибавки. Далее следующие 2 ряда. 1 прибавка, далее без прибавки. 1 прибавка без прибавки. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель провязываем белым. Далее 2 коричневым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять 6 белым провязали. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 коричневым провязали. Оставшиеся 2 белым цветом. Вот так вот полностью считаем и провязываем. Это несложно. За час-два максимум провязывается полностью весь мысок. А то и быстрее. Если кто уже знает, как вязать. Значит, сейчас 4-й ряд вяжем без прибавки. 5 петель провязываем белым цветом. Первая на спице, вторая, третья, 4-я, 5-я провязали. Так, далее 2 петли коричневым. 2 коричневым, 6 петель белым, 6 белым провязали. Теперь опять что у нас по схеме? Коричневый цвет, значит, на одну петлю раньше начинается, на одну дальше заканчивается. 9 петель у нас по схеме, мы их просчитали. Опять поднимаем коричневый цвет, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали.
Этот ряд у нас без, по схеме смотрим, без прибавки, поэтому у нас осталось 2 петли. Мы их провязываем, предпоследнюю просто провязали и кромочную ввели крючок под 2 дужки, вытащили нить, все, возвращаемся обратно. Вот смотрите, я с вами провязала только сколько здесь, 3, и здесь 3, 6, 7 ряд, а на это ушло где-то с полчаса, наверное. А еще 2, сколько, 27 рядов еще провязывать, поэтому вот рассказываю. Далее будем вязать сейчас по схеме самостоятельно, потому что 4 часа этого вязать полностью весь верх очень сложно, и никто это все смотреть не будет. Учимся вязать по схеме. Вот, думаю, основное накиды, прибавки, как это провязывается, рассказала. Перебросили цвета, провязали, идем в начало ряда. Так, пришли в начало ряда, провязала я с вами 4 ряда. Далее, смотрите, опять возвращаемся к схеме. 5-й ряд по схеме у нас идет он с прибавкой. Так, что у нас здесь в начале? 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель белым цветом вместе с прибавкой. Вяжем, продолжаем вязать по схеме. Так, первая на спице, вторую провязала, третью провязала, добавила, то есть 4-я, 5-я. 5-й ряд у нас. Далее, 1 петля по схеме у нас коричневая. Провязываем 1 коричневой. Далее смотрим, считаем клеточки. 3 клеточки у нас белого цвета. Провязываем 3 петли белых. 1, 2, 3. Провязали. Чтобы самой не запутаться, смотрю и туда, и в экран, и на вязание. Далее 5 петель коричневым. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, поднимаем нить, вытащили, провязали 5 петель коричневым. Далее по схеме у нас 1 белым. Провязываем. Вот белый цвет остался у нас далеко. Можно здесь подвязать еще 1 цвет, или же просто его нужно было перебросить через 3 петли, допустим. Но я это прозевала, конечно, потому что... Так, 1 белым провязали. Далее 1 петля коричневым по схеме провязываем. 1 клеточка коричневым, это значит у нас идет 1 петля коричневым. Далее 1 белым провязали. И оставшиеся петли до конца ряда по схеме у нас все коричневым цветом. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Осталось 2 петли. Делаем 1 прибавку. 7, 8, 9. Все, довязали. 5-й ряд. Захватили нить и по 2 петли возвращаемся обратно. Вытащили, захватили нить. 2 петли провязали, вытащили. И все, опять все то же самое проделываем. Идем в начало ряда и переходим на следующий ряд. Так, нитки вытаскиваем. Я нарезаю длинные нити, белые оставляю клубочки, коричневые нарезаю, чтобы они сильно не путались, и просто вытягиваю их в конце ряда. Перебрасываем здесь нити, вот белую поднимаем, коричневую перевели, опять белым провязали, перебросили коричневую. Обратно, если большая протяжка, вот так нить можно перебросить через равное количество петель и провязываем. Все, пришли в начало ряда. Следующий ряд у нас идет без добавки, без прибавки, поэтому вяжем по схеме, по узору, прибавок нету. Значит, что я хотела еще сказать, если большой размер, сейчас я по схеме скажу,
мужские, если вы будете вязать. Так, 5 рядов отвязала, рассказала, где моя схема это. Смотрите, если будете вязать мужские, вот я расширила до 30, мужские можно сразу расширить, там 42 размер, допустим, 34 петли сразу можно расширить. Если у мужиков нога широкая, я так думаю, у моего широкая. Поэтому вот сразу расширяйте здесь. Если размер, как я уже говорила, 38, я бы вот остановилась по одной петле. Не довязала, 28 петель бы оставила бы всего, потому что я думаю, что может быть широковато. Значит, сейчас остановились на 5 ряду, вот, да. Далее, следующий ряд у нас 6. Вяжем без прибавок, по схеме провязываем. Далее 1 прибавка, без прибавок 1 прибавка. Все, расширили. Далее вяжем, как вязали в начале. Те ряды, где мы не делали прибавки, вот просто кромочные провязываем и все. Значит, в конце я к вам вернусь. Сейчас самостоятельно провязываем этого коня. Вот сколько? 32 ряда у меня. Я провяжу 32 ряда до разъема. К вам вернусь. Перейдем на боковые стороны. Там пройдусь, расскажу, как я это вязала. А сейчас по схеме вяжем 7 легких петелек. Увидимся в конце мыска. Отвязываем. Провязала я 32 ряда мысок, закончили. Теперь переходим, вяжем боковые стороны. Значит, 14 петель, как я уже говорила, боковая часть у меня. 4 у меня на разъем петель осталось. Так, что я хотела замерить. Значит, в ширину мысок у меня вышел 10,5 сантиметров. И высота 12,5. Не такой уж и большой. Так, теперь провязываем 14 петель. Продолжаем вязать по узору. У нас идут кубики. Каждые 2 ряда кубики потом меняются в шахматном порядке. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11. 12, 13 и 14. Провязала. Все, возвращаюсь обратно. Опять то же самое, по 2 петли провязываю. Идем в начало ряда и провязываю 23 ряда я до пятки. Так, довязали до конца, пришли в начало ряда. Следующий ряд у нас меняется узор. В шахматном порядке переставляем кубики. Над белым провязываем теперь коричневым 2. Над коричневым провязываем 2 белых. И так до конца ряда. Так, нитка закончилась. Довязываю ряд, вяжем боковую сторону. Значит, если размер больше, как я уже говорила в начале, то рядов у вас будет на 2-3, смотрите, по размеру больше. У меня на 39-40 23 ряда вышло. Так, все, довязали. Опять захватили и возвращаемся обратно. Без изменений вяжем по узору до конца. Что я еще хотела здесь добавить, значит, 23 ряда. И еще у меня потом, когда я буду вязать подошву, вот здесь будет 1 ряд, я спицами пройдусь, чтобы ровная была вот эта вот деталь. Учитывайте это, что еще 1 ряд потом добавится в конце. Значит, вяжем правую половину, довяжем до конца, закроем петли. Я к вам вернусь, довязываем. Провязали вторую половину, закрываем петли. Так, первая на спице, вторую я провязываю и протягиваю через первую. Опять подняла петлю, протянула нить
и через предыдущую петлю протянули, закрыли. Сильно не затягивайте, потому что потом будем еще набирать здесь петли. Так, и последнюю петлю под 2 дужки ввела, вытащила и закрыли. Все. Теперь переходим ко второй половине. Вяжем точно так же. Значит, сейчас, что я хотела замерить в сантиметрах. От разъема у меня и до конца 10, чуть побольше 10. Давайте сразу вот от мыса 23 сантиметра. Теперь вторая половинка. Опять 14 петель. 4 петли отступаю. Так, 1, 2, 3, 4. Вот она. Продолжаем вязать. Здесь узор. Первый ряд остались кубики. Довязываем первую петлю. Протянула сразу коричневый цвет. Все, далее продолжаю вязать все по узору. Следующий ряд меняется у нас в шахматном порядке. И точно так, какую вы длину, сколько рядов провязывали, соответственно, столько же рядов и провязываем. Довяжем эту вторую теперь половину, закроем петли и будем обвязывать. Так, здесь вяжем точно так же, метод тот же, как мы вязали мысок. Довязали до конца ряда. Последняя петля кромочная под 2 дужки. Вела спицу в крючок, вытащила, захватила и по 2 петли по узору возвращаемся обратно. Все, обратные ряды мы вяжем без изменений. Нити перебрасываем, провязываем. Значит, заканчиваем вторую половинку. Что еще замерить? Ширину, ширина боковой части 5 сантиметров у меня. Закончили вязать вторую половину, закрыли петли, нить не обрезаем. Сейчас будем набирать по всему следку петли. Значит, что еще? По изнаночной стороне все хвостики попрячем, позачищаем. Здесь хвостов немного. Так, под ниточками хвостик прячу. Вверх-вниз, влево-вправо, вот под петлями. Крючком протянула. Для надежности можно еще это подвязать и узелок опять спрятать. Все, вот так вот попрячем. Так, далее смотрите, что делаем. На спице номер 3 закручивается. Наберу петли. Сейчас я вам на готовом покажу. Наберу петли и провяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5 полных рядов. Вот 5 зубчиков изнаночных получилось у меня. По лицевой, по изнаночной стороне буду вязать все лицевыми петлями. На 38 размер провязать 4, я так думаю. А на размер больше 40 6 рядов можно полных провязать. Значит, я вот эту вот обвязку буду делать на спицах номер 3, подошву, пятку и верх буду вязать на спицах номер 2,5. Почему? Потому что верх более получился плотный, и чтобы она не стягивала, вот сильно вот не затягивала, поэтому я вяжу спицами номер 3. Но если вы вяжете свободно, можете продолжать вязать на спицах номер 2,5. Я вот так вот делаю. Так, последняя петля, вот мы закрыли ряд, последняя петля, на спицу ее перенесли, значит, сколько у меня будет петель, смотрите, до разъема, боковая часть, у меня было 23 ряда, будет 23 петли, и плюс петля с последнего ряда, да, 24. Теперь 32 петли у меня будет до мыска, до середины, ну и также на второй стороне 32 здесь, и 24 здесь. И посередине 14 петель. Значит, можете даже поставить маркеры, сразу отсчитать. Вот под дужкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Да? Отсчитать, чтобы понять, куда вводить. Так.
Первая на спице набираем. Так, вот сразу крючок в первую дужку ввела. Первый ряд, первая дужка. И набросили на спицу. Здесь плотное вязание, поэтому спицей не получится набирать, поэтому опять крючок ввела и набросила. Так, по одной наберем петли. Получится у меня всего 126 петель. И с изнаночной стороны я начну вязать лицевыми рядами. Провяжу, как я уже сказала, 5 зубчиков, 5 изнаночных дорожек у меня будет. К вам вернусь сейчас и перейдем к подошве. Значит, сейчас обвязываем следок. У меня 2 ряда будет коричневым, 2 ряда будет белым. И далее все будет коричневым основным цветом. Я вот так вот провязала. Так, набираем петли, вяжем. Закончили делать обвязку. Теперь переходим к подошве. Обвязка у меня 2 сантиметра в сантиметрах. Значит, подошву я начну вязать на средних 12 петлях и буду расширять. Сейчас провяжем вот это расстояние до середины. Можно, конечно, нить обрезать, подвязать и начать с середины сразу вязать. Я провязываю эту сторону. Теперь средние 12 петель провязываю. Спицы у меня теперь 2,5. Все буду вязать лицевыми петлями. Провязываю сейчас 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 провязали. 12 петлю я соединяю с петлей с боковой спицы. Сразу соединяю в первом ряду, а со следующего ряда с лицевой стороны я начну делать прибавки. Последняя петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночные, подтянула, перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, оставшиеся все петли провязываю лицевыми и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевую петлю по изнаночной стороне. Так, провязала петли подошвы 12, 12 петля, вот она у нас. Теперь аккуратненько спицу сейчас подтяну, чтобы не слетела. Все, 2 петли провязываю вместе, соединила лицевой петлей. Так, все, развернулись на лицевую сторону. Теперь первую снимаем, следующую провязываю. И далее делаю накид. Первую сняла, темный цвет, наверное, плохо видно. Одну провязала, далее сделала прибавку одну, добавили. Теперь вяжем до конца ряда, не довязывая 2 петель, сделаю еще одну прибавку. И так буду расширять в каждом лицевом ряду. Значит, я расширю, у меня будет 18 петель. Размер 38 оставьте 16. Если у вас было четное количество петель всего, может быть и нечетное количество петель. Значит, ну и больше размер мужской, тогда там уже 20, ориентируйтесь по ширине ноги. Так, 2 петли осталось. Одну прибавила, одну провязала лицевой и последняя кромочная. Соединяем с петлей с боковой спицы, 2 вместе соединила. Все. Опять перешли на изнаночную сторону, первую снимаем, вяжем без изменений весь ряд и последнюю петлю соединяем, а по лицевой стороне я делаю прибавки, расширяю подошву. Все, значит, расширю, как я сказала, до 18. Далее буду также продолжать вязать, соединять боковые петли, пока не закончатся все петли на боковой вот спице. Довяжем до конца. Всю подошву провязываю платочной вязкой лицевыми петлями. И по лицевой, и по изнаночной стороне. Так, провязали. Последняя петля. Соединили. Все, развернулись. Опять первую снимаем.
Следующую провязываем. Далее делаю одну прибавку. Оставшиеся все опять провязываем лицевыми и, не довязывая 2 петель до конца, делаем еще одну прибавку. Значит, смотрите, что у нас здесь получилось. Вот расширила, и вот до последней петельки довяжем. Я к вам вернусь и провяжем пятку и сделаем обвязку. Все. Значит, сейчас вяжем подошву, до конца довяжем. Провязали подошву, до конца закончили. А что еще хотела сказать, забыла. Вот во второй половине я убавила по одной петле. У меня было много, 18 петель у меня было. Я по одной убавила, оставила 16. Если у вас было такое же количество петель, то тоже можно убавить по одной. Если было меньше, оставьте так, как есть. Значит, довязала до конца. Здесь у меня осталось по одной петле. Теперь с каждой стороны я наберу сейчас петли и потом перейду на пятку. Наберу с боковой стороны, у меня будет по 17 петель. Опять по 2 дужки ввела крючок, захватила нить, вытащила петельку. Захватили, на спицу перенесли, захватили петлю, перенесли, набираем петли. Набрали петли, перешли на изнаночную сторону. Теперь все набранные петли подошвы провязываем лицевыми и точно так же наберем со второй стороны. Первую сняла, оставшиеся все петли, полностью 2 спицы, провязываю лицевыми. Довязали до конца, теперь набираем петли по второй стороне. Все точно так же захватили. Теперь мы вот в обратную сторону набираем 1, 2, такое же количество петель, и вернемся изнаночными петлями. Я провяжу. Набрали справа петли, провязала все изнаночными. Значит, разделила вязание. По бокам у меня по 17, посередине 16. На пятку 16 петель, это будет много для меня. Значит, я на пятку оставлю 12 петель. 4 петли мне нужно убрать. Значит, по 2 петли из подошвы, с пятки теперь мы переносим на боковые спицы. 2 в эту сторону и 2 на эту спицу. То есть сейчас эти 2 провяжу. Провязала 2. Все, и осталось у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель. Теперь я буду вязать пятку по методу подошвы закрывать. Крайние боковые петли буду закрывать. Все, вяжу также ее платочной вязкой лицевыми петлями. Значит, далее провязываю 12 петель, 12 петлю закрываю. Так, довязала до последней петли. Вот последняя петля и петля с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночные. Все, подтянули, развернулись на изнаночную сторону. Опять первую снимаю, провязываю 12 петель и 12 закрываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 с петлей с боковой спицы закрыли лицевой петлей по изнаночной стороне. Теперь следующий ряд все то же самое. Первую снимаем, провязываем до конца и боковые закрываем. Довязала ряд до конца, последняя 12 петля, и сейчас я один раз закрою по 3 петли, чтобы не была сильно высокая пятка. У меня было 17 петель, плюс по 2 я сбросила, 19 петель получилось, чтобы она не была сильно высокой, не 2 петли, а вот 3. То есть я взяла 2 петли с боковой спицы и вместе провязала. Вот так один раз я вначале сделала, перешла на изнаночную сторону, точно так же сделаю в конце ряда. Довязала до конца ряда, и в конце опять
последняя петля и 2 петли с боковой спицы, то есть 3 вместе закрыла. Все, далее буду вязать, как обычно, закрывать по 2 петли, последняя петля с боковой спицы, довяжу до конца, в конце еще убавлю по 2 петли, останется 10 у меня, да. Значит, сюда далее довязываем сейчас, соединяем боковые петли, довязываем пятку до конца, 12 петель у меня на спице, продолжаю вязать. Так, довязала до последней петли, лицевая сторона, последняя петля с боковой спицы, 2 вместе, провязала я изнаночной петлей, подтянула, перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, оставшиеся петли также провязываю лицевыми и последнюю кромочную соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой. Вяжем сейчас, заканчиваем пятку, довяжем до конца, встретимся. Так, последняя петля с боковой спицы, соединили, подтянули. Так, вяжем, довязываю пятку. Значит, теперь у меня осталось вот здесь 5 петель, да, я убавлю по одной петле, первую сняла, вторую провязала, далее 2 петли провязала вместе и точно так же в конце ряда. Для лучшей посадки кверху пяточка будет лучше садиться, и чтобы не было много петель по верху, поэтому я делаю вот здесь убавки. Если у вас большой размер или на мужской, этого можно не делать. Так, осталось 4 петли у меня, 2 петли провязала вместе, следующая лицевая и последняя кромочная, закрываю. Далее вяжу как обычно, и через один ряд можно сделать еще одну убавку. Можно сразу даже по дужкам просчитать количество петель. У меня будет 62 петли, сразу скажу, по верху. Максимум 64, только если уже нога широкая, тогда большее количество петель уйдет, чтобы не был сильно широкий верх. Ну, я буду обвязывать резинкой, она собирает, поэтому по-любому широко не будет. Все, довязываем пятку до конца, закрываем петли. Так, довязала, закрыла петли. Вот так вот получилось. Потом это надо будет под мокрое полотенце положить, чтобы разровнялся весь следок. Далее, сейчас на спице номер 2,5 на 4 спицы по всему верху я наберу петли и провяжем вот такую вот резинку. Я провязала резинкой. Можно, конечно, провязать темным цветом, но я боялась, что мне не хватит его. Я, видимо, была права. У меня был неполный моток, грамм 80, где-то так, 85. Немножко не хватало. Ну и вот, да, этого бы не хватило бы, конечно. Поэтому, если большой размер будете вязать, может больше 100 грамм уйти. Значит, сейчас наберу, у меня вышло 62 петли, как я уже говорила. Первый ряд провяжу изнаночными петлями, нечетное количество петель. Далее буду вязать резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Высоту я провяжу 17 рядов. Последний ряд у меня коричневым цветом провязан. И закрою петли. Так, значит, петля на спицу. Теперь сразу вот ввели крючок. Опять все то же самое. Подхватили под 2 дужками нить, вытащили петлю. Захватили ниточку, вытащили. Так, набираем петли. Вот дошли до центра, думаю, провяжу еще, как я в центре набираю. Здесь дужек нету, поэтому вот вводим крючок между петельками и подхватила, получается, здесь промежуточные 2 петли.
еще раз. Набрала. Опять ввела крючок здесь. Набрала. Или же, смотрите, так может проще будет. Вот она, петелька у нас идет. Вот петелька. И вторую подхватили. Набрали. Опять следующая, вот она петля. И промежуточная петля следом идет. Ввели крючок. Да что такое не видно. По 2 петли. Захватила и набрала. Ввела крючок под петлю. И вот промежуточная петля, насквозь ввела крючок и набрала. А нитка зацепилась здесь, вот аккуратненько нужно. Вот так вот. Значит, набираем до конца петли и весь ряд пройдемся изнаночными. И далее будем вязать резинкой 1 на 1. Провязала 17 рядов резинка. 1 лицевая, 1 изнаночная. Высоту это в сантиметрах 5 сантиметров. Теперь далее резинка хорошо растягивается. Выворачиваю это все на изнаночную сторону. Разравниваем. Перегнули резинку и прикрепим сейчас. Значит, вот у нас начало ряда, нить. Снимаю первую петлю, лицевая, и прикрепляем петля в петлю. Значит, смотрите, вот она лицевая по изнаночной стороне. Она у нас вот изнаночная проходит. И вот первые идут петельки, самый первый наборочный ряд коричневые. Вот подхватываем петлю и соединяем. Далее следующая у меня изнаночная. Сняла. Здесь она по изнанке лицевая. И сразу напротив нее вот петелька поперечная. Подхватила здесь рябое немножко, может быть, непонятно. Прикрепили. Опять лицевую петлю сняла. Здесь она вот проходит изнаночная. И над ней петельку подняла. Прикрепила. Раз протянула. И еще раз протянула. Опять изнаночную сняла. Смотрю по лицевой стороне, ой, по изнаночной стороне. Она у нас проходит как лицевая. Вот она как лицевая проходит. Над ней петельку сразу изнаночную вот поднимаю. И прикрепила, подвязала. И так по одной, не затягивая, прикрепим, подвяжем весь этот вот отворот. Опять изнаночную сняла. Еще раз. Здесь она у нас, вот она лицевая проходит. И поднимаем петельку с самого первого наборного ряда. Раз протянула и второй раз протянула. Вот так я подвязываю, присоединяю петли. Опять лицевая. По изнаночной смотрим, идем. Вот как раз петелька. И получится все ровненько. Ничего, чтобы не было перетянуто, затянуто. Все так по одной. Прикрепим все петли. А я на этом буду заканчивать. Что я еще хотела замерить. Мне кажется, я этого не делала в начале видео. Полностью весь след. Вместе с пяткой 25,5 до пятой 24,5.
в ширину 10, чуть больше, 10,5 сантиметров. И здесь у нас ширина получается 10. Вот так вот. Все. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся.